Часы с операционной системой на базе Android, AMOLED-экраном диагональю в 1,75 дюйма, процессором в 1,4 ГГц, 4 гигабайтами оперативной памяти, 32 гигабайтами внутренней памяти, встроенной 2-мегапиксельной камерой с системой на 180 градусов, обзора, поддержкой Wi-Fi, GPS-навигацией и даже 4G сетей. Ко всему используется аккумулятор на 900 мАч, и часы могут прослужить до 72 часов на одном заряде аккумулятора. И это только малая часть того, что из себя представляет Xiaomi Black Shark Watch X Pro. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной упаковке из плотного картона. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка неплохая. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с наклеенной защитной пленкой на экране, черный силиконовый ремешок, классический ремешок из кожи, а также мне дополнительно отправили еще белый силиконовый ремешок. Далее в коробке можно обнаружить краткое руководство пользователя, зарядное устройство с пинами, запасную защитную пленку на экран и ключ для извлечения слота под одну сим-карту. Вес смарт-часов составляет 65 граммов, а габариты 54 на 57 на 16,7 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании. Сейчас, кстати, скорее всего идет распродажа на Али, поэтому ознакомьтесь, пока курс выгодный. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, и еще сегодня, скорее всего, я разыграю Poco X7 Pro Limited Edition, который Iron Man. Февральских розыгрышей 2 у нас. Когда Poco X6 Pro закончится, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Ими уже тоже закупился. Перейдем к смарт-часам. Начнем. Приобрести эти смарт-часы можно только в единственной расцветке корпуса, которую вы видите на экране. Внешне от младшей модели отличий мало, визуально одно и то же. Часы довольно крупные, даже на мужской руке выглядят они громоздко. Корпус выполнен из нержавеющей стали и пластика, качество материалов неплохое, но сборка все же далеко не идеальная. Кнопки имеют люфт, также есть заметные зазоры и плохо реализованные стыковочные швы. Классический ремешок топорненький, я бы советовал сразу же поменять его, хотя бы на стоковый силиконовый. Застежки у них металлические, а крепление классическое. Так что заменить ремешок не составит труда. Часы во время сна мешают, как вы понимаете, как и во время тренировки, но в повседневном использовании в целом привыкнуть можно. Далее, на корпусе расположили контакты для зарядки, датчики для мониторинга показателей здоровья, динамик, микрофон, 2 механические кнопки, слот под одну сим-карту и камеру на 2 мегапикселя, спрятанную в корпус. Система не автоматизирована, доставать ее довольно проблематично, и, исходя из этого, думаю, что она долго не прослужит. К плюсам можно отнести, что ее можно поворачивать на 180 градусов, но в моем экземпляре необходимо прикладывать усилия для этого, для того, чтобы повернуть камеру. Напишите, может, кто-то это чудо купил, и у вас такая же история или нет. Камера особо не тормозит, и качество изображения, как для смарт-часов, неплохое, но оно не лучше, чем Watch X. Камеру можно использовать также для сканирования кодов, оплаты и других прелестей. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат. Зажатием можно открыть всплывающее окно для регулировки громкости, а если нажать 2 раза кнопку в меню, мы заметим, как стиль меню меняется. Системы прокручивания нет. Нижняя кнопка отвечает за включение-выключение экрана, переход к недавно открытым приложениям. Зажатием можно перейти во вкладку выключения и перезагрузки устройства. Сменить команды на кнопке возможности нет, а по управлению все довольно стандартно. Летим дальше. Оснащены часы изогнутым AMOLED HD экраном на 1,75 дюйма с частотой обновления экрана до 60 Гц, разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 269 ppi и минимальными рамками. Яркость по моим замерам максимум 550 люксов, что является далеко не лучшим показателем. Скроллинг я бы не назвал плавным, но перемещаться по интерфейсу в целом возможно. Автоматической регулировки яркости на борту нет. Время до отключения экрана настраивается максимум 30 минут, что удобно. Минус за то, что не завезли Always On Display. В настройках экрана можно изменить разрешение, включить режим для защиты зрения, уменьшить поля интерфейсов определенных приложений, плюс есть функция для выключения экрана накрытием ладонью. Включение экрана при повороте запястья, но вот функции для включения экрана тапом нету. Далее, операционная система — это Android, подогнанный под смарт-часы. В целом, с ней мы уже знакомы с обзора на Watch X. Прогружается все довольно долго, но терпимо. Данная модель также является полноценным устройством, которое работает без приложения на смартфоне. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно открывать в любом открытом приложении. В ней есть уведомления,
ночной режим, включение-выключение беспроводных сетей, режим в самолете, продувка динамика, фонарик и не только. Свайп слева направо, телефонная книга с набором номеров и недавними вызовами. Свайп справа налево, виджеты, которые можно персонализировать под себя. Сортировать приложения в меню и в панели быстрого доступа возможности нет. В меню можно обнаружить телефон, уведомления, камеру, альбом с фотографиями, хранилище под фото и видео, музыкальный плеер, и на смарт-часы можно без проблем загружать музыку. Далее есть диктофон, календарь, калькулятор, будильник, секундомер, таймер, проводник, фонарик и предустановленные приложения, такие как браузер Google Chrome, YouTube, Google карты, Play Market и так далее. Также есть встроенный магазин приложений, магазин с циферблатами и чат GPT. Можно установить что угодно, но главный минус — это оптимизация приложений под данные смарт-часы. Конечно же, можно использовать разные разрешения экрана, но все это максимально неудобно. В настройках помимо уже перечисленного можно выбирать стиль для отображения уведомлений, настроить звучание динамика, выбрать один из профилей аудио, воспользоваться настройкой приложений, установить блокировку, проверить обновление прошивки, мне, к слову, обновления еще не прилетали, включить функцию для оптимизации работы устройства и закрытия фоновых процессов, настроить расход заряда аккумулятора с дополнительными функциями для экономии заряда, настроить контакты и уведомления, а также еще некоторое количество стандартных настроек. Далее, процессор здесь установлен 4-ядерный ARM Cortex A53 с частотой 1,4 ГГц, графический процессор Mali T820MP1, оперативная память 4 ГБ, а внутренняя здесь 32 ГБ. Wi-Fi на 2,4 ГГц, Bluetooth-чип также в наличии, можно подключить Bluetooth-наушники и не только. Нагрудный датчик также подключается, NFC в смарт-часах отсутствует, Watch X Pro оснащены GPS с поддержкой GPS, BDS, GLONASS, Galileo и QZSS. В настройках можно выбрать режим работы GPS, и работает навигация хорошо. К примеру, можно использовать навигатор, просто карты или что-то в подобном духе. По связи поддержка есть 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды в наличии, связь часы ловят хорошо, но скорость передачи довольно низкая. В настройках можно включить точку доступа и модем. Микрофон отрабатывает не лучшим образом, но в целом для коротких разговоров его достаточно. Динамик громкий, но качество звука могло бы быть и получше. Разумеется, уведомления приходят, смайлики отображаются, но не все. Клавиатура есть, набирать текст на удивление удобно, в отличие от прошлой модели. В стоке русской клавиатуры нет, но ее можно без труда скачать с Play Market. Можно также совершать видеозвонки, отправлять голосовые сообщения, видеосообщения, отвечать через разные мессенджеры и не только. Вибромотор же топорный и не настраиваемый, но довольно мощный. Далее, Black Shark Watch могут измерять пульс, SPO2, плюс есть дыхательные тренировки, некоторое количество спортивных режимов. Скудно, но что есть. По качеству мониторинга показателей здоровья ничего хорошего сказать не могу, так как в основном результаты вовсе не соответствовали реальности. Шаги, к слову, часы считают также некорректно. Емкость аккумулятора 900 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 2 часов. По моим тестам с обыкновенным сценарием использования они прожили у меня 2 суток. Результат такой же, как у младшей модели. Black Shark Watch X Pro имеют стандарт защиты IPX5 и IP6X. Для примера я окунул их в проточную воду. Вам однозначно это делать не советую. Мой экземпляр пока выжил. Но это только пока. Летим дальше. Минусы: нет Always On Display, не оптимизированная система, нет NFC, не оправдывает приставку Pro вообще никак, и цена вне распродаж. Да и во время распродаж, потому что это специфическая штука. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую, Black Shark Watch X Pro представляют из себя практически такое же устройство, как и младшая модель Watch X. Лично я вовсе не вижу смысла переплачивать за Pro-версию, если у вас появилось желание приобрести подобное устройство. Но лучше брать дешевле вариант, а скорее всего Watch X. Если разбирать по деталям, поворотная камера неудобная и ненадежная. Ко всему, каждый раз есть ощущение, что эта часть с камерой отломается. Автономность такая же, что можно сказать и про операционную систему. Прирост по ОЗУ вообще не заметен, поэтому от меня девайсу скорее нет. Не забывайте, можно купить Huawei уже в районе 10, очень крутые часы. Да, у них будет меньше функционала, но они будут работать, притом будут работать долго. Аналог Black Shark'ов, только, наверное, TicWatch, которое тоже я не могу советовать. Оно будет вас радовать первое время, потому что вы сможете много чего там с ними делать, но по факту, если вы не знаете способ применения подобных штуковин, это абсолютно бесполезные часы. Подписывайтесь на канал с колоколом, приходите на каналы для стримов, мы там все обсуждаем, когда прожариваем смартфоны. Следующий смартфон Realme 14 Pro 5G. Добра и удачи вам, дорогие друзья!